Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 21 по 27 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может совпадать с личной историей каждого. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И так или иначе, ваша интуиция и плюс образы карт помогут, может быть, решить какой-то вопрос или как будто просчитать его, может быть, на пару шагов вперед. Но какой-то инсайт вы все равно получите. И надо сказать, на неделю, это у нас неделя, я бы ее назвала очень знаменательной, потому что помимо 5 планет, которые будут в ретроградном движении, как раз до 25 августа будет трин Венеры к Хирону. Кто такой Хирон? Это у нас могучий благородный кентавр, символ, аллегория израненного целителя. Поэтому вот в эту неделю идеальное время для того, чтобы словно исцелить свое собственное сердце или какие-то раны прошлых отношений. Хотя для кого-то могут проиграться уроки с деньгами. Меркурий с 23 августа в ретро-движении, Венера, которая прежде уже с 23 июля и по 3 сентября еще она будет продолжать свой период ретроградности, Сатурн, который по 4 ноября, но самое главное, еще один момент у нас Нептун. И пока он был в прямом движении, это всегда какой-то туман, это какие-то непонятки. А вот когда Нептун уходит в ретро-движение, для нас что-то становится более очевидно. Может быть, то, что мы прежде предчувствовали, или где-то было на уровне интуиции. А здесь мы можем убедиться в собственной правоте. Поэтому прекрасная неделя, идеальное время, чтобы уделить эти дни самому себе. Давайте мы узнаем. Первая карта у нас будет называться «Что важно знать» или, может быть, чем придется заниматься. Что будет в приоритете? Чего не избежать или неожиданности возможные? По мнению карт, чему сейчас не время? А что нам будет помогать? Достанем такую карту «Что от меня скрыто?» И 3 карты по основным сферам жизни: дела, работы, бизнес, финансы. И что у нас в личной жизни? Итак, что важно знать? Мои дорогие девы, где-то это вы сами. У нас королева Пентаклей, та, которая умеет из хаоса создать порядок, та, которая любую свою мечту превращает в реальность, та, которая умеет увидеть по факту и, где-то правильно просчитать свои шаги, та, которая умеет распоряжаться деньгами или умеет создать комфорт вместе своего жилища, или сделать для себя, для своих любимых, для своих детей, для своей семьи что-то наиболее хорошее, перспективное, доброе, когда все счастливы. Для вас вот именно такая неделя в ваших энергиях. И тут у каждого, понятно, будет какая-то своя задача или свои какие-то планы. Но уже сама по себе карта где-то говорит, что вы будете заняты то, что для вас в приоритете. Понятно, что у каждого какой-то приоритет свой. И как будто помех-то нет. Нам уже обещают стабильную неделю. Конечно, за 7 дней могут произойти разные события, но вы все контролируете и всем управляете. Нет того, что как бы идет само по себе. Давайте неожиданности посмотрим. Разве что какие-то новости. Или, правда, у кого-то вопросы с детьми связаны. Что-то вы будете решать. Вполне вероятно. Этому больше посвящать времени. Хотя часто попажу у жезла. Все-таки жезл – это огонь. Это есть какая-то тема. Или, может быть, событие, известие, новость, которая вас может на что-то переключить. Или так немножко добавить каких-то других ориентиров или возможностей, такое тоже вполне вероятно. Или вас где-то, как внутренний даже инсайт, который приходит словно через подсказку и новость какую-то. Так ведь тоже бывает. И мы, значит, тогда можем что-то начать изучать или уделять чему-то внимание для того, чтобы разобраться с чем-то. И вот такое тоже вполне вероятно. Но, повторюсь, ваш ритм, он не нарушается. Если мы говорим о неожиданностях, так, те, которые врываются буквально в нашу жизнь и что-то, иногда порой ломают, и так бывает. Но вот нет, на этой неделе как раз все достаточно спокойно. Чему сейчас не время?
Верховная жрица, у нас старший аркан. И это карта в первую очередь независимости. Видимо, про независимость нам уже где-то сказали. И понятно, что это очень такое ценное качество. Но, видимо, мы это не транслируем как минимум. С другой стороны, я бы сказала только, наверное, не подвергать все сомнению. Вполне вероятно, случайно мы узнаем, если у нас тут выпадает паж жезлов, правду о ком-то. Такое тоже может быть. Но, значит, надо это принять именно в каком-то рациональном разрезе, не устраивая себе философию, не обдумывая, почему так случилось, что произошло. Вот этому сейчас не время. Потому что у нас тут практика критерии истины. И плюс как будто события, которые могут послужить хорошим импульсом для чего-то важного в последующем. Что мне будет помогать? Давайте узнаем. И тем не менее по карте королева кубков где-то правильное видение ситуации. Или когда мы в целом не будем куда-то торопиться. Может быть, у кого-то это просто человек конкретный может нам прийти на помощь. Для кого-то проиграется это как королева кубков всегда наши партнеры по браку. И пусть у нас королева, меня смотрят девушки, женщины, значит, близкие нам могут буквально помогать в чем-то. Где-то будет нам помогать еще и наша неторопливость тоже. Ну да и по королеве-то Пентакли тут тоже не назовешь, что мы что-то форсируем. Значит, наши неторопливые действия, скорее всего, для нас будут больше со знаком плюс, нежели мы на что-то себе надумаем, получим какой-то импульс, или, может быть, это так захочется нам резко что-то высказать, и вот тогда мы скорее себе что-то в минус можем либо сказать, либо сделать, либо поторопиться. Давайте мы узнаем, что скрыто. Нет чего-то явно скрытого, но, наверное, не случайно выпала нам карта Верховная Жрица. Это вы, мои дорогие девы, будете хотеть, возможно, кто-то из вас, и тут по разным причинам найти какую-то истину, правду. Мы можем даже начать изучать что-то, изучать, к примеру, законы или какие-то положения, подзаконные акты. Как будто, ну вот, смотря какой вопрос у вас сейчас стоит на повестке дня. Как я могу осуществить тот или иной вопрос? Именно так, как я хочу. И в связи с этим вы можете искать как информацию самостоятельно, а также вы можете прибегнуть к консультации специалиста. У кого-то это может проиграться вопросы, даже связанные со здоровьем. Я хочу прояснить свое состояние здоровья именно через обследование, хотя у кого-то из вас это может означать просто консультация узкого специалиста, конкретно юриста, к примеру, или, может быть, для кого-то, если есть на самом деле вопросы, связанные с судами, то тогда может пройти и ситуация, когда мы будем обращаться к адвокату. Но есть что-то то, что вы хотите прояснить. Нарочито кто-то что-то скрывает. Этого я сказать не могу. Вообще спокойную неделю нам действительно как будто предполагают по картам. Дела, работа, бизнес. Давайте узнаем. У кого-то финансовые вопросы встанут на первое место. И это пятерка пентаклей. Здесь два значения. Либо отсутствие взаимопонимания, вот по какой-то причине. Либо, знаете, мы иногда можем расстроиться из-за того, что нам недостаточно уделили внимания, по нашему мнению. Или нам человек, даже пусть это будет кто-то из близких, сказал какую-то фразу, нам она не понравилась, и мы подумали, что нет, что-то не так. Дай-ка я тут проанализирую, поищу какую-то информацию, узнаю больше, что там скрывает человек, а у кого-то подобная ситуация может проиграться по работе. Мне кажется, что мне кто-то строит козни, правда? А у кого-то может проиграться, что я не получил ту сумму, которая была предназначена мне. Поэтому карта мелкая, она не говорит о чем-то глобальном. А это эпизод, который может в несколько часов длиться или в один день. Но, видимо, где-то это застрянет в нашей душе или может, как минимум, не какая-то небрежно брошенная фраза кем-то из сотрудников или, опять же, из знакомых. Или финансовый вопрос, который я хотел или хотела решить, но вот сейчас это не получается сделать в том объеме или в том количестве, как мне бы это хотелось. Поэтому вот эти два элемента могут проиграться на неделе, но, повторюсь, это временно.
и нет чего-то глобального. Давайте посмотрим сами финансы. Финансы-то как раз будут. И у вас выпадает колесо фортуны. Я бы сказала так: оставьте все как есть. Хотя по колесу фортуны у нас может быть какой-то шанс. Может быть, приходит какая-то новость. У кого-то из вас проиграется как раз ситуация со знаком минус по деньгам, и я предпринимаю, как ее изменить. И может быть, с учетом пажа жезлов приходит какая-то информация, когда я могу больше заработать, занять по служебной лестнице другой пост или другую должность, сделать карьеру или каким-то образом изменить финансовую ситуацию. У кого-то из вас может совпасть с тем, что ситуация финансовая каким-то образом изменяется. У кого-то может плюс, у кого-то может, увы, и в минус. Именно потому, что ваш партнер, у него как будто есть вопросы с финансами, может быть и задержка денег, или смена должности, или кто-то из ваших близких примет важное решение. Я говорю это для примера. Вот подобная ситуация, которая вроде бы и не с вами, но вас как будто затрагивает. И хочется разобраться, почему же это произошло. А нам говорят: не время, ты тут все равно ничего не разберешься. Но, видимо, так сложилось. Принять, наверное, какую-то данность, если это приходит. И знаете, вот риск я бы все-таки исключила на этой неделе, это то, что касаемо вас. Колесо фортуны. Мы узнаем как будто точно, наверняка, стоит нам каким-то делом заниматься. Или, может быть, если у вас свой бизнес, развивать какое-то сотрудничество. Или, может быть, развивать какую-то сферу деятельности. Именно на этой неделе мы говорим только о коротком периоде в 7 днях. Или согласиться на что-то. То есть нам как будто придется пройти через опыт какой-то этап нашей жизни. Только тогда мы узнаем, будет это выгодно или нет. Поэтому у вас выпадает на финансы. И вполне вероятно оставлять за собой пространство для маневра. Как будто всегда нужно иметь запас либо времени, либо, не давая никому глобальных обещаний, словно самому себе сказать: да, я попробую себя в этом деле, как пойдет. Но выйти из него или выйти из какой-то ситуации, у вас вот это право выбора, оно должно быть за вами. Потому что у нас по колесу фортуны 50 на 50. И не случайно показан мудрец, который как будто проползает под колесом. В чем-то он не участвует. А в принципе, может быть, и сработает таким образом, что для вас это будет выгодно. Решать только вам. Но тут какие-то тысячи еще неопределенностей. И если нам все же, повторяюсь, выпало в позиции, чему сейчас не время, Верховная Жрица, есть какие-то, видимо, сейчас обстоятельства, которые, как ты себя не тормоши, как ты не пытайся что-то ускорить, может быть, как ты не пытайся узнавать какую-то информацию, может быть, неделя такова, что словно в пространстве нет какой-то четкости, нет, может быть, пока вот этой логической цепочки развития событий, когда мы хотим просчитать и можем это сделать на несколько шагов вперед. Вот такая неделя для вас, мои дорогие девы. Но риск должен быть исключен, даже если мы в чем-то начинаем участвовать как будто с нуля. Что в личной жизни? Вот правда, какая-то, у каждого своя ситуация может сложиться именно через партнера по браку или партнера по вашим отношениям, или еще какая-то ситуация, которая будет связана именно через личную жизнь. Может быть, это дела, связанные с детьми, вполне вероятно. Кто-то будет менять элементарно школу ребенку или обустраивать вашего подросшего ребенка куда-то дальше учиться, или продумывать какие-то дальнейшие шаги, что мне делать, как мне поступить. То есть есть определенно какой-то тупик, и вам захочется из него выйти. И знаете, ведь все средства, говорят, да, хороши, когда мы хотим с чем-то разобраться, но, видимо, не на этой неделе. Нам явно не поможет какой-то глубокомысленный анализ, нам отчасти поможет, знаете, словно искусство мелких шагов. Попробовали какое-то дело для того, чтобы, допустим, решить вопрос, который, скорее всего, не новый. Вы уже о нем знали в
в прежний период, потому что карта повешенного говорит, что не сложилась какая-то эта ситуация только теперь, уже были какие-то предпосылки. Может быть, кстати, у кого-то проиграется, что я теперь сожалею, что прежде не предприняла какие-то или не предпринял какие-то действия, а теперь как будто события разворачиваются в каком-то своем ключе, и вот такое сожаление к нам тоже, увы, может прийти. Но, значит, ничто не потеряно. У нас есть карта «Колесо фортуны». В результате какого-то очень важного просчета и, наверное, последовательных, неторопливых, опять же, действий мы можем словно попытаться, знаете, как пройти на ощупь через какую-то темноту и попробовать одним методом решить вопрос. Не получилось? Отступили полшага назад, осмотрелись, попробовали в другие двери войти. И здесь эта ситуация может касаться абсолютно любой как бы организации. В каком плане? Либо я хочу оформить документ, либо я хочу решить вопрос с деньгами, либо я хочу в последующем найти себе какую-то более перспективную работу, либо я хочу решить вопрос в личной жизни, либо я хочу разрешить какую-то ситуацию с моим ребенком. Вот, наверное, не очень красивая фраза метатыка, да? Вот, ну, по-другому не скажешь с учетом всех этих карт. Как будто найти выход нужно. Выйти из какой-то подвешенного либо состояния, либо замкнутого буквально пространства нам как будто нужно. Но нет какого-то универсального средства, наверняка, которое сработает. Оно придет, или мы его сами как будто находим, когда постепенно, через искусство мелких шагов, попробуем одним способом решить, другим способом, и все равно тогда колесо фортуны повернется в нашу сторону. Перекладываете на себя, почему повернется в нашу сторону, потому что вы все равно контролируете ситуацию. Значит, вы, мои дорогие девы, я не могу сказать, что эта неделя у кого-то просто пройдет спокойно, и это будет какой-то мелкий вопрос на бытовом уровне, а у кого-то ведь это может быть что-то очень важное. Но методы как будто вот такие остаются. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.